Замечали ли вы, что ваш ребенок после плотного обеда просит что-нибудь вкусненькое? Когда смотрит мультик, просит что-нибудь вкусненькое. Когда едет в общественном транспорте или в автомобиле вместе с вами, просит что-нибудь пожевать. Сегодня эмоциональный аппетит у детей очень распространенное явление. И давайте узнаем, что об этом говорят врачи. Сегодня у меня в гостях детский гастроэнтеролог Татьяна Маслакова. Татьяна, приветствую вас. Спасибо за время, которое выделили для нас. Вы знаете, когда я впервые стала мамой, я услышала такую фразу, что ребенок кушает только столько, сколько ему необходимо, и больше заставить его есть невозможно. Но когда мои дети подросли, я поняла, что у них часто бывает аппетит на что-нибудь вкусненькое. Давайте вместе с вами разберемся, почему это так происходит. На самом деле так. Бабушки наши по-другому мыслят. Там как-то так не доешь, оставишь свою силу там в тарелке, и все уйдет. Или там иногда, что приготовила, то ешь. Пока есть еда, надо ее есть. Ну, в общем, много всяких таких штук. Но если взять адекватную доказательную медицину, то она гласит о том, что ребенок должен кушать по аппетиту. То есть захотел, поел, не заставлять, то есть чтобы ребенок почувствовал, что такое голод, и чтобы ребенок понял, как он может сам себя покормить, свои ощущения, то есть прочувствовать, как это, когда я голодный и когда я насыщен. Мгм. И от этого есть проблемы. Одни дети много кушают и перенасыщаются, а другие дети вообще могут целый день ничего не есть. Татьяна, вот подскажите, как все-таки с этим, как на это правильно реагировать, потому что я, например, тоже столкнулась с ситуацией, когда у нас появился такой первый стресс, поход в сад, это наверняка стресс для ребенка всегда. У нас появилась такая ситуация, что мой сын полдня ничего не ест, а потом просто остановить человека невозможно. Как в этой ситуации мамам вообще справляться? Ну, это, кстати, не самое плохое, не самая плохая ситуация, потому что конкретно в этой ситуации главное, чтобы он после того, как домой вернется, много не нашел. Или хотя бы там уходить на улицу, ну, какие-то отвлекающие штуки делать. Есть дети, которые, ну, можно начать, и получается, это смешанный у вас режим был. Есть вариант, когда голодает и ничего не ест, даже дома. И есть вариант, когда везде переедает. То есть последний вариант, он более дискутабельный, там больше как бы проблем вылазит на потом в здоровье. Первый вариант – это когда постоянно голодает, невозможно накормить. Да, чаще всего это какой-то стресс, эмоциональный садик, либо школа, либо еще какие-то там социальные штуки, либо переезды, либо ссоры в семье. И таким образом у нас есть психологическая проблема, и ребенок не ест. И, соответственно, из-за того, что он не ест, он тоже может переживать, и у нас усугубляется такой замкнутый круг, получается. Другой момент, и решение этой проблемы, конечно, больше касается психологии. Быстрее всего с этим поможет разобраться психотерапевт, если уже это длится больше недели. Если до недели, еще можно с педиатром, с гастроэнтерологом попробовать решить. А если больше недели, лучше, чтобы психотерапевт помог. И тут момент нужно поработать не только с ребенком, но и со взрослым, потому что иногда взрослые сами это все усугубляют. Там, Зачастую, да, зачастую. заставляют покормить, покушай, покушай, да что ж такое, да я ж уже там всего накупила, уже все, что можно было, ты просил, я купила. И поэтому тут очень замкнутый круг. Если, то есть это проблема психологическая, чтобы ребенок покушал. Это такой длительный процесс. Но опять-таки, чем дольше эта проблема сформировалась, тем дольше мы ее лечим. Второй момент – это то, что на то время, пока мы это лечим, ребенок должен не терять нутриенты, и нужно его подкреплять. То есть таким детям витамины прям
даже мультивитамины показаны. То есть официальная медицина не очень за мультивитамины, всегда говорится о том, что нужно проверить свой статус и все-все-все, нутритивные анализы поздавать. Но в данном случае, когда вообще ребенок ничего не кушает, мультивитамин показан. Татьяна, Вот. а если мы говорим об анализах, для ребенка анализ крови будет информативен для того, чтобы подобрать нутриенты, которые ему необходимы вот именно сейчас? Э, Зависит от сроков, потому что все-таки, слава богу, детский организм очень живучий, очень адаптивный, поэтому если вопрос неделя-две, то анализы не успеют еще прям сильно испортить. То есть такой очень момент индивидуальный по Мгм. поводу анализов, потому что даже там, ну, гемоглобин упал, но опять-таки гемоглобин упал, но депо железа, то есть другие там ферритины и все-все-все остается в норме. То есть были же случаи в истории, когда, ну, голодает человек, да, вот сейчас там случилась Популярная тема, да, голодание. ситуация, да, в Да. Украине, да, то есть действительно есть проблема. То есть у нас есть свои резервы. Вот. И, то есть, в такой момент, пока мы работаем там с психологом, нужно нутритивно ребенка поддержать. Я в таких случаях даже не против протеиновых коктейлей, протеиновых батончиков. Вот. Все зависит от возраста и от качества этих всех питательных штук. Дальше. И последний такой пункт, третий, вот этого голодания, это то, что на этом фоне может ребенок заболеть. Мгм. Чаще всего это кишечные функциональные нарушения, и чаще всего это ацетон. То есть вот он не ест, плюс еще психологические моменты, нервничает ребенок, нервничают взрослые или не нервничают, а просто ребенок не ест. И таким образом может нарушиться биохимический метаболизм и повысится ацетон. Ацетон повышается, у ребенка аппетита нету, он там, у него рвота и все такое, и нам нужно психологически опять это все успокоить. И я просто сейчас конкретно вот эти 3 этапа рассказала на примере моей пациентки с Украины, которая вот буквально последний раз мы с ней работали, и там была такая проблема. То есть они переехали, эвакуировались, живут в одной маленькой комнатке всеми, все родственники, новых людей нету, но ребенок 6 лет, девочка, то есть она вот так вот эмоционально, вроде бы все есть, и все как бы мама, папа, да, все рядом, но вот она не кушает. И в итоге наслоилась, и они попали даже в больницу. Мгм. Вот, поэтому вот эмоциональный голод такой. Смешанный вариант – это чаще всего, легче всего исправить, потому что ребенка можно отвлечь от переедания. А когда переедание на первом Татьяна, плане, Давайте вот тут немножко поподробнее. Что значит отвлечь от переедания? Сразу вас буду чуть-чуть перебивать, потому что это очень интересный такой вопрос. Что можно сделать с ребенком, если вот он хочу мороженое, хочу там, я не знаю, чипсы, хочу колу, ну я условно, да, то есть дети же не хотят бутерброд, не бутерброд, там котлету, правда, они же хотят да, или там салат. салат с авокадо, да, они хотят какую-нибудь неполезность. Вот как ребенка убрать от этого? Вот как вы, что вы рекомендуете своим пациентам? Для начала нужно это изначально в ребенка закладывать, потому что если мы взяли, кормили, образно говоря, а тут с бухты-барахты на тебе и запретили, то тут сложно. То есть изначально нужно эти продукты дозировать вот с момента адекватного возраста, когда ребенок уже что-то начинает понимать, то есть этого не должно быть дома, там, на прогулках, то есть чтобы у ребенка были какие-то ассоциации с тем, что нельзя это есть в неограниченном количестве. Поэтому, когда это касается не только эмоционального там передания, а просто когда ребенок заболел, я как гастроэнтеролог говорю, нельзя. А тут у ребенка шок. Как, если я это все каждый день ел? Вот, поэтому первое это изначально, как это, готовьте сани там к летом, да, к зиме. То есть по этому принципу. Второй момент, когда ребенок все-таки, я понимаю, о чем вы говорите, потому что самое страшное, чипсы, сухарики, кока-кола, это самые страшные продукты для детей. Почему? Потому что они не понимают, почему нельзя.
Да, если это ребенок с диабетом, если это ребенок с ацетоном, вот есть такие дети, которые чуть что, так сразу у них ацетон. У таких родителей и ацетоновые полоски дома есть, все-все. Потому что с нарушением диеты они сразу чувствуют плохо. То есть особенно вот самый яркий пример диабетик. Вот он ослушался и попал в больницу. Вот. И там куча уколов. Тут уже куда ни крути, у диабетиков всегда будут инъекции. Здоровому относительно ребенку очень сложно, потому что когда мы говорим не кушай, животик заболит, там, не кушай, будет плохо, с ним это не случается. Он кушает, и с ним это не случается. И что получается? Взрослые обманули. Поэтому, ну, вот это да, такая катастрофическая сложность. И тут действительно нужно заранее готовить ребенка к тому, что это вредно, в первую очередь на своем личном примере. Ну, ты же видишь, ну, нету, я же это не ем, и мы же это не пьем. То есть вот какой-то, как это, там, традиция должна быть. Или вот понятно, что сложно сдерживать, особенно если в парк приходишь, и оно там все яркое, да, вот. Почему-то чипсы яблочные так ярко не рекламируют, как все остальное. Поэтому, когда уже все-таки случилось, тут нужно, в зависимости от возраста ребенка, если это маленький ребенок и неконтролируемый, то вот лучше оно ему пусть на глаза не попадается. Ну, сказать нету, ну вот смотри, пустой кошелек, ну нету, ну нету. Вот есть такие дети, которые вообще вот неуправляемые. Если с ребенком реально договориться, то лучше договориться, как вы это делаете при любой другой ситуации, на каких правах. Понятное дело, тут уже нужно, как, может быть, психолог больше расскажет, как договариваться с ребенком, но из моего опыта это, если начать с возраста 4-6 лет, то обязательно на уровне глаз, нужно обязательно присесть, чтобы вот мы видели друг друга глаза в глаза, не сверху вниз, не снизу вверх, а вот глаза в глаза. Пойми, мы сейчас с тобой в одной лодке, мне тоже там хочется. То есть уже с этого возраста можно практиковать такие штуки. Ну и, конечно, договоры эти все. Конечно, их лучше практиковать тоже не в тот момент, когда случилась беда, а и раньше. То есть на предмет засыпания и всего-всего. Татьяна, но я вот полностью с вами согласна, но, к сожалению, часто бывает так, что сани нужно покупать зимой. И вот он уже все это попробовал, он уже знает, там, да, ребенок понимает, каково это на вкус, и что делать в этой ситуации, потому что он не съест 1-2 чипсинки, он съест пачку. После пачки это будет на следующий день там условно, да, еще и так далее, и так далее. То есть он, еще сейчас такая очень распространенная тема кушать с планшетом, а это же совершенно неконтролируемый процесс, то есть там почему-то не сельдерей они кушают во время просмотра, да, что-то или сладенькое, или солененькое. Как в этой ситуации, на что обращать внимание, как... Тут же еще такой, вот вы правильно сказали, психологический момент, чтобы травму не нанести, чтобы потом не было расстройства пищевого поведения. Вот как правильно все-таки, на что-то может заменить? Или может наоборот сбалансировать нужно рацион так, чтобы не хотелось? Вот что вы порекомендуете? Однозначно, если уже так приключилось, вот все, уже он ест. Первое правило, ну не должно этого быть дома. Но он же не украдет это в магазине. Он пойдет и возьмет с полки. Чаще всего родители, если у них это есть, они это прячут. То есть на самую верхнюю полку оно даже не попадается на глаза. Это все равно оно идет, есть какой-то интуитивно. И в доступе, в легком доступе должны быть, ну, та же морковка. Вот она уже должна быть готова. Ребенок не будет варить часто эти чипсы жарить, а то, что будет у него на виду, будет готово. То есть подсунуть полезные перекусы. Овощи, фрукты нарезанные пусть. То есть он помечется, схватит и побежит. Понятно, что это не утолит его вот эту всю жажду. Еще один такой вариант – это все-таки накормить сначала клетчаткой, овощами. То есть давай договоримся, хорошо, ты то кушаешь, но сначала ты кушаешь вот этот объем салата, там, капусты, ну, любую там пищу, которую ребенок сможет съесть. И тут важно в этом моменте размер порции.
То есть размер порции ребенка должен быть хотя бы с его кулачок. То есть вот если вот эта порция, и тут мы ее делим по правилу здоровой тарелки. То есть по сути это небольшой будет объем, потому что объем, если мы положим на тарелку еды как себе, там образно говоря, то он ребенка испугает. А если это будет на вот такой тарелке, вот такая кучка еды, но там будет там овощ, чуть-чуть белка и каши, то есть все. И опять-таки менять обстановки. Дети все-таки они, ну как и взрослые, идет момент рефлекса. Рефлекс, как вот собака Павлова, да, вот лампочку включили, слюнка потекла. Когда ребенка отучают от грудного вскармливания, мамам советуют одевать другую кофточку дома, другую маечку, другого цвета, чтобы не было ассоциаций. Поэтому вы можете ребенку перестановку сделать. То есть он играл в планшете здесь, стал здесь. То есть вот эти все штуки, они тоже работают. Ну а если уже съел, ну тут надо, потому что мы должны понимать, что это к чему приведет. Если мы решили ребенка отучить от переедания, вот, то нужно уже выбрать общую стратегию, в которой будет и больно, и горько, и страшно, но не уходить в крайности, да. Татьяна, вот из вашего опыта, ну, скажем так, когда я смотрю на среднестатистических жителей любой страны, детей, сейчас очень выросло количество детей с лишним весом, с такой неподвижностью, они стали все больше такие, из дома не выгонишь, в компьютере сидят. Причем это не только маленькие дети, это и подростки тоже, да, которые еще больше, мне кажется, подвержены такому эмоциональному влиянию. По вашему наблюдению, по вашей работе, как много все-таки сейчас обращаются с вот вопросом, как перестать переедать, с вопросом нарушения гормональной системы, потому что, ну, насколько я понимаю, это же все взаимосвязанные вещи. Насколько много детей и какие последствия могут быть у эмоционального переедания или в принципе у переедания? Хороший вопрос, потому что я мама 2 детей и очень часто бываю на детских площадках, в развлекательных центрах, школа, садик. Ну и плюс работа такая. Вот. И я вижу больше этих детей там, но не на приеме у врача. Очень часто. И сейчас я длительно нахожусь, месяца 2 уже в Европе. И в Европе я вижу, что вот общаясь с людьми, для них это в принципе не проблема. Ну, природа такая, ну, природа, и все. В Украине, конечно, с этим удобно, ну, как бы быстрее схватывается мысль, но вот элементарно, даже если взять, человек пришел ко мне с другой жалобой, не знаю, там, сопли, кашель, или школьный медосмотр, а я вижу катастрофу по индексу массы тела, почему еще? Да просто вот внешне. 12 лет и 95 килограмм – это как бы вот прям много. Я задаю очень такие мягкие, корректные вопросы маме. Мама говорит, ну у нас все в семье такие, мама большая, папа большой, ну зачем? Ну зачем? Как бы мы это… Ну, если вы сильно настаиваете, то мы можем сдать анализы. Все еще зависит от города. Если это маленький город или если это село, поэтому вот это окружение. Поэтому люди просто не понимают. Тут должна быть действительно какая-то общая просветительская работа, что бодипозитив – это, конечно, очень хорошо и прям замечательно, и мы все должны об этом говорить, но здоровье на первом плане. И когда это такой прям очень яркий пример из жизни. Получается, простудился ребенок 4 лет. Я тогда работала в городе Харькове и была у него на дому. И были ему назначены анализы. Просто потому что надо было исключить воспаление легких. Было четко прописано, что они пошли в платную лабораторию. И им там допродали липидограмму. То есть вообще она к простуде, к коронавирусу вообще никак не относится в острый период, тем более для 6-летнего, да, или 6, или 4 годика было ребенку. И опять-таки вот по поводу анализов, то, что мы с вами разговаривали для детей,
В любом случае мы не лезем в вену лишний раз. В основном все анализы – это кровь с вены. И тут нужно понимать, что нам лучше дать. Мы можем среднестатистически дать ему объем витаминов, ну, то есть белка, к примеру, или мы пойдем сдавать кровь с вены и доведем еще одну эмоциональную травму. Все-таки Всемирная организация здравоохранения сделала умный документ, и не просто так мы можем на него ссылаться по потребностям. Соответственно, у этого ребенка я смотрю, а у него получается индекс атерогенности высокий, то есть ребенок обычного телосложения, а у него уже атеросклероз, то есть вот эти липиды плохие, повышенные, то есть сдан был анализ абсолютно случайно. И я увидела, родителям сказала, что мой визит, конечно, к вам не по этому поводу, но бумажка есть бумажка, и это факт. Понятно, что мы не всем детям сдаем, вообще не всем детям липидограмму, только у тех, кто высокого веса. Но существуют такие сведения научные, что на конференции на какой-то нам говорили, что провели исследование 2-летним детям, которые уже хотя бы год поели прикорм наш с магазинов. У них уже есть вот этот процессы атеросклероза, которые там начинаются в сосудах. Поэтому бодипозитив хорошо, но лишний вес – это проблемы со здоровьем, это атеросклероз, это хроническое воспаление сосудов, которое всегда уже есть. А сосуды у нас везде. И тут уже у кого, чего, как, где слабое место. И начинает и голова болеть, и какая-то вот апатия, адинамия, которая порождает обездвиженный режим, соответственно. То есть ребенок просто физически себя слабовато чувствует, зачем ему напрягаться и идти на улицу. Поэтому тут все, оно вот так вот зациклено, и очень хорошая тема, очень важная, чтобы люди действительно понимали, насколько мы все внутри сложные, и насколько просто мы можем это контролировать. Просто сбалансированной тарелкой и правильным отношением к еде изначально. Татьяна, спасибо большое, было очень интересно, и я думаю, что мы еще обязательно встретимся. Мы с Татьяной очень много говорили о том, как убрать внимание ребенка от вредных перекусов. И, конечно же, я хочу попросить вас помочь мне и друг другу. Давайте в комментариях поделимся, какие полезные перекусы, вкусности мы можем предложить нашим детям. Пишите в комментариях, а мы будем смотреть и лайкать ваши комменты. Мы подготовили для вас еще больше информации об эмоциональном переедании у детей. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Ну а с вами мы увидимся в следующем видео.